Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Только кнопку нажать, и газ пошел, хоть завтра. Одна нитка Северного потока-2 осталась цела. Для ее пуска нужно только решение правительства ФРГ и снятие санкций со стороны США. Если Германия договорится с американцами, то кнопку нажмем и все, заявил Владимир Путин на полях ПМФ. Борис Леонидович, пожалуйста, расскажите для аудитории, почему это стёб президента Российской Федерации над гражданами ЕС, правительством ЕС. Что в этом такого забавного? На самом деле, действительно, время от времени поступают жалобы, что я позволяю себе шутки с крайне серьезным выражением лица, но мне до Владимира Владимировича достаточно далеко. Напомню, что такое «Северный поток-2». Санкции на него накладывали и наложили в полный рост еще во время строительства. Напомню, что изначально прокладкой занималась итальянская компания «Allseas» с ее великолепными, конечно, трубоукладчиками. Они ушли, «Газпром» вынужден был перебрасывать соответствующую технику с Сахалина, это совсем близко. И одновременно Евросоюз менял правила. Как обычно, двурушников задним числом, это европейские традиции, ничего не сделаешь. Они это любят, последние лет 500 с этим занимаются безостановочно. Изменили положение третьего энергопакета. Третий энергопакет, напомню, был направлен на то, чтобы либерализовать газовый рынок. Заключается в том, что компания, добывающая или импортирующая газ, не имеет права быть собственником трубопровода, по которому этот газ идет. Что это должно изменить, сказать сложно, но им так захотелось. Если раньше, до 2021 года, это правило распространялось только на магистральные газопроводы, проложенные внутри территории Евросоюза, то затем они ее распространили и на входящие извне. И неожиданно выяснилось, что это дано на откуп национальному правительству того государства, на территорию которого первым приходит такой газопровод. В случае северных потоков это Германия со всеми ее, опять же, великолепными традициями, и они задумались, долго думали. В это время наша менее мощная трубоукладочная флотилия работала, и к тому моменту, когда заканчивалась работа, выяснилось, что нет, лицензировать нас нельзя. То есть «Северный поток» не получил лицензирования со стороны правительства Германии, соответственно, выпал за пределы нового регламента третьего энергопакета. И проблема в том, что «Северный поток-2» не было запущен, не в том, что что-то не достроили, а в том, что решили, что надо сражаться с углеводородами, которые несут, как известно, молекулы авторитаризма, тоталитаризма, наверное, даже сталинизма, я не знаю, что они там еще несут. А после этого последовал террористический акт, взорвано, расследовать никто не стал. Режим, кому надо, те и взорвали, следствие не проводить, можем выйти на самих себя. Ну и хорошо. Да, действительно, технический осмотр показал, что из 4 ниток, 2 нитки Северного потока без номера, или, если угодно, Северный поток-1 уничтожена, и 1 нитка Северного потока-2 тоже уничтожена. Ну, замечательно. Значит, что теперь нужно для того, чтобы все это произошло? Действительно, вот нажать на кнопку, крутануть штурвал, там, я не знаю, какие угодно можно еще эпитеты придумывать. Правительство Германии должно принять решение о том, что надо делать исключение для «Северного потока-2». Это реально? Нет, нереально. Нереально, потому что санкции со стороны Соединенных Штатов никто не снимал. То есть, прежде чем им поставить подпись, необходимо либо слетать, либо позвонить Дональду Фредовичу, объяснить ему, что к чему, и так далее, и так далее. То есть, даже если этим начать заниматься прямо сейчас, закончится это где-нибудь, ну, не знаю, году к 2040-му. Германская бюрократия известна. Отношение человека, который испустил дух Анкориджа, тоже известно. Надолго. Так что, на мой взгляд, со стороны Владимира Владимировича это действительно откровенный стёб. Ребята, вы сами все это сделали. Вот сами и распутываете этот клубок. Индикатором восстановления хоть каких-то отношений в газовой отрасли с Европейским Союзом, разумеется, служит магистральный газопровод Ямал-Европа,
Вот там никаких взрывов, никаких потрясений. Никакой Шольц с турбиной никуда не бегал, не прыгал. Кстати, где Шольц, а где турбина? Для того, чтобы вот этот газопровод заработал, нужно Европейскому Союзу выяснить отношения с Польшей. Напомню, что Ямал Европа остановлен решением России. Это не какие-то санкции со стороны Европы, это решение того, что работать с польским владельцем участка Ямал Европы, который проходит по польской территории, просто невозможно. Бесконечные претензии, претензии в суды и так далее, и так далее. Просто взяли и остановили газ. Если вам газ действительно необходим, ну, выясняйте, что там в польской компании произошло, собственно говоря. Почему не выплачены дивиденды за 3 года, почему какие-то суды вы придумывали, господа хорошие. Если вы этого не делаете, а здесь технических проблем нет вообще никаких, и сертификация не требуется, он сертифицирован давным-давно, то над вами можно издеваться как угодно. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Case Guru CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Eclipse и Case Guru Clip с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Case Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. Можно говорить о том, что за год можно построить Северный поток-3, а за следующий год Северный поток-4. Все что угодно можно говорить, но это просто подчеркивает, что та ситуация, которая сейчас в энергетическом секторе Европы сложилась, сложилась исключительно их усилиями. Германские традиции издеваться над людьми, они никуда не делись. Приличные ученые сначала экспериментируют на мышках. Урсула фон дер Каллас, или как там правильно ее зовут, экспериментирует на людях, и давайте прекратим закупки российской нефти, российских нефтепродуктов, российского газа, российского угля. Ну, со стороны России, на мой взгляд, становится все более очевидно, что отношения с Европой восстановятся приблизительно никогда, и нужно заниматься совсем другими делами. Борис Леонидович, а как в самой Европе-то дела? Что там с заполняемостью ПХГ рекордно низкой? Что там с ценами на газ, нетипичными для сезона? У них там нормально все? Ну, будем надеяться, что да. Посмотрим, как там в этом террариуме будут дела дальше происходить. Мы не вмешиваемся, они могут делать все, что хотят. Напомню, что да, ситуация с ценами достаточно занимательная. Во время отопительного сезона стоимость 1000 кубометров газа была грубо на уровне $400 за 1000 кубометров. Сейчас от 550 до 600 она колеблется. И понятно, что происходит. Заполнять ПХГ европейские газовые компании в таких условиях не спешат. Благодаря все тому же третьему энергопакету владелец самого ПХГ и газа, который в нем хранится, должны быть разные юридические лица.
Значит, если я европейская компания, которая работает на европейском газовом рынке, бизнес достаточно простой. В межсезонье, летом, если оно не сильно жаркое, цены на газ снижаются, я закупаю, договариваюсь об аренде активных объемов подземных хранилищ газа, жду наступления отопительного сезона, роста цен, продаю то, что сумел запасти, рассчитываюсь по аренде, ну, вот моя маржа, я молодец. А сейчас что наблюдается? Цена была 400, стала 550-600. При этом все важные политические тузы говорят, что ситуация вокруг Хормузского пролива вот-вот придет в норму. И, соответственно, к осени, к отопительному сезону цены не вырастут, а упадут. Замечательно. А где моя маржа? То есть, если я сейчас куплю по 600, заплачу за аренду, а в ноябре выяснится, что с Армузским проливом все в полном порядке, и цена снова 400. Ну, даже возможность хеджирования, вот такой перепад цен может не выдержать, я окажусь в минусе. При этом нормативы, которые гинеколог всей Европы придумала, заполнение к началу отопительного сезона подземных хранилищ газа на 90% тоже никто не отменял. Как они из этой ситуации будут выворачиваться, я не очень представляю, но тем более интересно будет наблюдать. На мой взгляд, самое простое решение – это вот этот норматив про 90% снизить раза в два. И выяснится, что с подземными хранилищами газа все в порядке. Проценты есть, газа нет. Но это же ничего страшного. Вдруг зима будет опять теплая. Старинный анекдот бородатый до безобразия. Что же ты лежишь под пальмой, когда вон там созрели на верхушке пальмы замечательные бананы, что ты их не сорвешь, что ветер будет, упадут. А если ветра не будет, значит не урожай. Будет удачная зима в Европе, мягкая, урожай. Выяснится, что климатологи правы, и явление Эль-Ниньо поднимет температуру летом до каких-то экстремальных значений, значит не урожай. Ну, вот, нравится Европе такая вот волатильность. Смахивает это все на русскую рулетку. Ну, почему-то из пистолета Макарова. Ну, хорошо. Будем наблюдать, как удивительно ведут себя эти замечательные животные. Я не говорю о том, что Европа замерзнет, господи упаси, но она может вспотеть уже летом. Потому что ситуация вокруг Ормузского пролива после ничем не мотивированной, не имеющей никаких обоснований коалиции Эпштейна, Нетаньяху приказал, Трамп сделал. Сделал по-большому, как выяснилось. Она не решается. Переговоры продолжаются. У кого крепче нервы, у кого звонче, ну, это я пропустил, это я не сказал, слава богу. Посмотрим. То, что выяснилось, что Исламская республика Иран – это не Венесуэла. Ну, если кто-то об этом не знал, ну, теперь знают. Форс-мажоры со стороны Qatar Energy уже объявлено по 17% мощностей. Восстановление объемов добычи, объемов производства в прежнем объеме – это несколько месяцев. То есть даже если ситуация сейчас в начале июня разрешится, в порядок, если все очень красиво пойдет, ну, где-нибудь к концу года. Но маловероятно, потому что вот эти 17% мощностей, которые перестали работать, это турбина, на турбины сейчас очередь. Или переплачивают в несколько раз. Но найдут свободные заводы, решат вопрос с транспортировкой, монтажом и так далее, сильно сомнительно. Наблюдаем. При этом, на всякий случай, напомню, что Европа себе запретила спотовые покупки российского СПГ, не дав объяснения компании Total Energy, которая вежливо поинтересовалась, у меня доля в проекте Ямал-СПГ в соответствии с уставом нашего совместного предприятия, я на свои проценты забираю СПГ. Это российский СПГ или он все-таки французский? Ответа не получили. Ну, сюрпляс продолжается, как говорят велосипедисты в таких случаях. Посмотрим, во что все это превратится.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наш канал в Макс, ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также будем вещать на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.